Сегодня у нас на обзоре Mercedes W203 2003 года с двигателем 1.8 компрессор. Он считается достаточно надежным, и поверьте, он вас удивит. Начнем, наверное, с внешности, и хочу вам сразу сказать, что автомобиль на любителя. Потому что он не прям чтобы очень красивый, но он симпатичный. Это самое главное, чтобы автомобиль не был страшным. Черты, как у S-класса тех лет. Спереди немного есть, а сзади там вообще жесть. Там просто, почти копия. О, посмотри. Реально. Фары, бампер, багажник. Вот, либо S-ка тогда. Это какой? 220-й был S-класс, по-моему. Да. Да. 220, либо 220 S-класс брал с него внешность, либо эта C-шка брала внешность с 220 S-класса. Хотел бы еще кое-что добавить по поводу сервисного открывания капота. Это просто... Обожаю за это Mercedes. Иди сюда, глянь. Здесь вот такая вот красная кнопочка. Мы ее, собственно, нажимаем. Двигаем капот вверх. Такого даже в Майбахе нет, сказал бы Кларксон, но там, наверное, есть. Это очень удобно. Реально удобно, потому что, как мог Тимофей заметить, то что тут не в самом легкодоступном месте находится аккумулятор. И когда ты открываешь так капот, то это уже как бы намного удобнее. Что в плюс, Mercedes красавцы. Вот за это прям лайк. Вообще Mercedes очень удивляет и очень приятно. У них очень много вот таких маленьких каких-то фишек, функций, которые вроде бы и мелочь, а очень сильно упрощают и добавляют как бы Да. удобства и так далее. Вроде бы смотришь, фигня, мелочь, да? А потом, когда начинаешь пользоваться, ты вдупляешь, что офигеть, это круто. Так, по поводу двигателя. Двигатель объемом 1,8 литра на 143 лошадиные силы. Он не шибко быстрый, но разгоняется он уверенно, в принципе. Динамики тут хватает. Также тут 220 крутящего момента, что очень даже хорошо, потому что даже в Subaru Impreza 4-го поколения, там, 14-15 года, с 2-литровым двигателем, там всего 195 крутящий момент. А тут уже 220, при том, что разница в 10 лет. Этот двигатель обозначается маркировкой C180, хотя есть также C200. Там используется тот же двигатель, та же коробка и тот же компрессор, но он выдает на 20 лошадиных сил больше. И я так понимаю, что это из-за прошивки самой. То есть, если вы покупаете двигатель на 143 лошадиные силы, вы его можете прошить до 163 лошадиных сил, и это не будет вредить вашему автомобилю, потому что это уже с завода. У этой модели был целый ряд двигателей, там просто невероятное количество, 2 страницы, если я не ошибаюсь. И все сами по себе двигатели, они очень надежные. Но считается, что 6-цилиндровый, по-моему, да, 6-цилиндровый двигатель, он считается самым надежным. Но даже если вы покупаете C180, C200, C230, допустим, C320, он все равно будет надежный, он не будет ломаться на каждой кочке. Поймите, зависит все не от автомобиля, а от владельца, который им пользуется. По поводу проблем. У этого двигателя как таковых особо проблем нету. Но есть цепь ГРМ, которую желательно менять раз в 100 тысяч километров, плюс-минус. Там уже зависит от использования. Есть же умельцы, которые ездят и 150, и 100, и 200 тысяч километров, да. И рассказывают, что это в принципе абсолютно нормально, не надо, это не проблема абсолютно. Да, действительно, это факт. Я не знаю, насколько это правда, но действительно некоторые проезжают по 150-200 тысяч километров. Если прям кратко, то автомобиль надежный. Он не будет ломаться по каким-то пустякам. И те, кто рассказывают, что вот, я купил эту машину там неделю назад, и она уже сломалась. Ребята, не покупайте вы говно. Поймите, что если вы покупаете 20-летний автомобиль с 15 владельцами до этого, и которые, там, не знаю, 7 из них перекупы, у которого пробег скрученный до 800 тысяч, потому что там уже 1,5 миллиона, не ожидайте, что это будет хороший автомобиль, особенно если вы берете по цене ниже рынка. Если вы хотите нормальный вариант, то лучше доплатите там 1000 или 1500 евро и купите себе нормальный автомобиль, а не рассказывайте потом, какое это говно. Теперь покажи людям, как закрывается сервисный капот, потому что у меня с этим была проблема, я сталкивался, я не понимал, как его закрыть. Открыл, а дальше? В принципе, все то же самое, только тут надо немножко его приподнять, так вот вжать кнопку, аккуратненько закрываем, чтобы кнопку нахер не оборвало. А потом
И все, вуаля. Но все-таки, как и у каждой машины, есть свои проблемы. И я не знаю даже, что лучше, с кузовом проблемы или с двигателем. Наверное, с кузовом. Ну, двигатель, в принципе, относительно проще починить, но кузов предоставляет меньше хлопот. Ну да. Ну, в общем, тут проблема с кузовом, как вы уже поняли. Дело в том, что в дорестайлинговой версии нижняя часть двери, арки, багажник, капот очень сильно гниют. Вот, можете глянуть. При том, что вот это вот еще, это нормально. Это еще не так страшно, потому что я видел машины, там где вот можно вот так вот руку засунуть, дверь открыть, если ключи внутри забыли. То есть там прям вообще жесть. Тут еще машина хорошо сохранилась, что странно. Но факт есть факт. Так что, если вы видите C-класс с небольшой ржавчиной, допустим, да, то посмотрите внимательнее. Если она действительно небольшая, то можно брать. Это вообще не проблема. Это у них у всех такой вот косяк. Но опять-таки нельзя забывать о том, что автомобилю 20 лет. Да, ребята, не забывайте, что это не новый автомобиль, у него пробег не 500 километров. И не надо думать, что он только прошел обкатку. Теперь о багажнике. Самая прикольная фишка это то, что он открывается с ключа. Но он открывается не всегда с ключа, поэтому иногда приходится его чуть-чуть поднимать. К сожалению. Или же вот кнопочка, которая открывает вам багажник. В общем, багажник здесь объемом 455 литров. И удивительно, но он очень вместительный. Реально, машина сама по себе небольшая. C-класс не подразумевает собой там какой-то огромный длинный автомобиль, да. То есть, реально, машина маленькая. А ты поместишься в багажник? Давай проверим. Напомню, какой у тебя рост? У меня 1,95 м рост. Столько же в ширину. Немножко поправился, да, я знаю. Так, проверяем вместительность багажника мной. Я даже не знаю, как это сделать. Наверное, надо разуться сначала, да? Ну, конечно. Так. Вот ты так лежишь, ключи у меня, я вот закрыл багажник и вывезу в лес. Ну, кстати, реально? забавно, что сюда влезет еще один такой же человек. Ну, в теории, да. Возможно, если ноги поотрубывать, то... Но, опять-таки, это C-класс. Просто представьте себе, я 1,95 м, я влез в багажник без проблем. Да. При том, что, на самом деле, вот если полежать немножко, да, найти какую-то удобную позу, то тут достаточно комфортно. Так, пора вылазить. О. Да давай обзор из багажника, почему нет? Ой. Вылазить на самом деле немножко сложнее, чем залезть. Что мне очень-очень нравится, то, что вы реально, возможно, не встретите в некоторых новых машинах. Иди сюда. Вот там за разным мусором и хламом находится полноразмерная запаска. Я не знаю, сейчас это достать не смогу. Ну вот, короче, вы откручиваете. Так, это мы открутили, сюда кинем. Вот это вот. Вот, кстати. Не забывайте про вот такую вот фишку. О, тема. Вот это вот нахер достаем. И у нас полноразмерная запаска. Реально даже не во многих новых машинах такое есть. А эти маленькие велосипедные докатки, и то не факт, и то не всегда. Даже в Land Rover'ах места не хватает, они ее увешивают на багажник. Да, представьте себе. Mercedes 2003 года. Но это не единственный прикол этого багажника. Дело в том, что тут есть еще разные выемки, там под какие-то бутылки или еще что-то. Притом они есть с двух сторон. И то, что прям капец как удобно, чтобы сложить заднее сиденье, вам достаточно вот эти вот два рычажка потянуть. Если бы они еще сами складывались, это было бы вообще прекрасно. Но придется, конечно, их сложить так. И когда вы складываете, посмотрите, сколько места.
Офигеть можно. Но и тут есть проблема. Видите вот эту перегородку? Если вы, допустим, захотите поехать куда-то на кемпинг или, допустим, просто переночевать в машине, вот эта штука будет очень мешать. Очень будет мешать, особенно если вы захотите лечь боком. Просто будете в нее да. упираться. Опять-таки, лечь на спину это не будет сильно проблем, если вы ночью не сильно ворошитесь. Ну да, да. Если вы такой же, как я, то проблемно будет спать. Но возможно, это самое главное. Да, в случае чего, как вариант. Да. По поводу салона. Места в салоне, как я и говорил, не шибко-то и много. Но я почти 2 метра, да. Здесь помещаюсь, в принципе, прекрасно, мне удобно, мне комфортно. И пассажиру справа тоже. Но людям сзади придется немножко попотеть, потому что я никогда не устану говорить о его размерах, как бы это странно ни звучало. И, к сожалению, размеры не сильно большие. Вот, собственно, что сзади происходит за мной. Да, я понимаю, что я как бы тоже не маленький человечек, но тут реально место как бы вот сейчас... Господи, ёпт, немножко нагадил, ладно. Но только разве что вот так вот. Дверь я не знаю, я, наверное, не смогу закрыть дверь. Секунду. Я не могу закрыть дверь. У тебя почти получилось. Да. То есть за собой сидеть я не могу, чисто физически. Но. Если водитель будет 1,5 метра роста, Да. то, в принципе, сиденье хорошенечко отодвинуть, то кое-как можно уместиться. Да, но на самом деле, если, допустим, люди спереди высокие, да, а сзади там 1,60 м, допустим. Это тоже высокие люди, не надо тут. Если человек спереди, Сильно выше, чем пассажир сзади? да, намного сильно выше, там на сантиметров, допустим, 20, 25, 30, то, в принципе, уместиться можно. Ну, как бы, мы ж ездили в компании, помнишь? Да. 4 человека вмещалось спокойно, девочки сидели сзади, им было комфортно, у них еще место оставалось. Так, попробую сесть за пассажиром. Не, это конечно, жопа. О! Если хотите машину побольше, покупайте Ешку или Эску. Я вообще задумываюсь насчет того, чтобы покупать, наверное, сразу Субурбан и убирать второй ряд сидений нахер. Чтобы люди на третьем ряду сидений могли хоть как-то уместиться. Кстати, обзор на Субурбан есть у нас на канале. Да, ссылочка в описании. Так, пробую сесть сюда. Ну, слушай, тут уже по-царски, блин. По сравнению с тем, что за мной, я хотя бы дверь могу закрыть. Я могу закрыть дверь, и я ее закрыл. Единственное, что в голову немножко мешает. Хотя тут, кстати, есть выемка. Попробуй снять. Как-то. Тут есть типа выемка для головы. Вот. Но она... В моем случае она не сильно спасает, если честно. В моем случае спасает люк над головой. Да, про него мы еще поговорим. Так. Короче, как вы убедились, что если у вас большая семья, или просто там вы часто ездите куда-то с друзьями, компанией и так далее, то этот автомобиль не сильно подходит. Опять-таки. Действительно, это автомобиль на 1-2 человека, но опять-таки при необходимости 4 человека влезут вообще без проблем. Да, но это зависит от того расстояния, которое вы собираетесь проехать. Потому что в магазин мы бы, в принципе, как-то уместились, доехали бы. Да и 8 можно. Да. Так-то да. в магазин пешком можно пройтись. Ну, да. Но мы автомобилисты так не делаем. Мы ж не психи. Забыл кое-что упомянуть по поводу заднего ряда сидений. Это то, что тут есть вот такой вот подлокотник посередине. Который не просто подлокотник, а еще и подстаканник. Притом тут уже 2 подстаканника, в отличие от того, что спереди. Тут уже места хватило в салоне. Короче, что я могу сказать по поводу салона еще? Места тут немного, но разных фишек и плюшек тут до хера. Просто невероятное количество. Для 2003 года, для C-класса, это опять-таки это даже не E-класс, это не S-класс и выше пошло-поехало. Это C-класс. Это бюджетный автомобиль. Да, это бюджетный автомобиль. Реально, там за 3000 евро, вот конкретно этот автомобиль стоил 3000 евро, вы получаете столько функций, что просто умереть можно. Ну,
не надо, но можно. Начнем мы, наверное, с подогрева сидений. Подогрев сидений тут есть на два положения. О, дуйка включилась, ее надо выключить. На два положения, там не сильно, короче, и прям огромный. И он начинает греть плюс-минус через 5 минут. Но через 5 минут он начинает прям жарить. Также в 2003 году уже вставили двухзонный климат-контроль. У нас также есть электрорегулировки зеркал, электрорегулировки сидений, которые, кстати, работают и работают исправно. Но, к сожалению, они только двигают сидушку вверх, вниз, спинку там поднимают, опускают, и все. Чтобы вперед подвинуться, нужно, к сожалению, тянуть за рычажок. Но это не во всех комплектациях, так что не переживайте. Также тут есть люк. И я считаю, что это просто чудесно. Я обожаю, когда в автомобиле есть люк. И особенно, когда он исправный. Это просто прекрасно. Но еще есть фишка, которая, она на первый взгляд кажется глупой. Потому что смотришь и думаешь, а нахера мне это надо? Но потом, когда ты начинаешь ездить без камеры и парктроников, ты понимаешь, насколько это важная вещь. Очень удобно. Да, и очень удобно. А именно это складывание подголовников с кнопки. Вот сейчас, давай сейчас... Покажи кнопку. Да, вот. Вот эта вот кнопочка. Вот. Сейчас заводим машину. Как завелась без проблем. Нажимаем на кнопочку. Фигак, они сложились. У нас видно абсолютно все, что происходит сзади. Да, это чудесно. Это просто офигенно, я считаю. Но, к сожалению, они не раскладываются обратно. Если бы они раскладывались обратно, это уже был бы какой-то космический корабль, я считаю, для 2003 года. Опять-таки, по поводу разных кармашков, бардачков и так далее. Тут у нас некий, как скажем так, подлокотник, да, он двойной получается. Тут маленький, и вот тут вот большой бардачок. Кстати, достаточно большой. Реально достаточно большой. И есть вентиляция, это круто. Его еще можно вот так вот как-то отрегулировать сейчас. Во. И теперь он повыше, это удобно. Тут у нас есть такая некая пепельница, которую можно вот так вот как-то... Вот. Она типа достается, ее можно, скажем так, вытрусить и так далее. Но я не рекомендую курить в машине, потому что вонять будет кошмарно. В дверях, понятное дело, у нас есть тоже кармашки, в которых можно что-то положить. Но литровая бутылка уже не помещается. Вот, так что эти кармашки, они достаточно маленькие. По поводу самого главного бардачка, он находится тут, закрывается на ключик. И он уже, кстати, достаточно вместительный. Он уже такой не маленький. Это радует. Вот этот отсек, кстати, по-моему, в некоторых комплектациях тут стоит большая такая магнитола. Вот. А когда она не стоит, тут стоит такая вот маленькая. Я думаю, что это просто так, чтобы хотя бы хоть как-то выглядело. Ну и сюда удобно там телефон положить или еще что-то. Так что тоже классно. А, тут еще есть вот такой вот, скажем так, подстаканник, который закрывался шторкой. Но в данный момент он не закрывается, потому что там что-то сломалось. Возможно, 10 лет, возможно, 15, возможно, 5, возможно, недавно. Не суть. Вот эта вот монетница, кстати, очень прикольная штука. И прикуриватель. Все. Короче, тут есть еще одна классная фишка с климатом. Мы вот так вот открываем с вами окна. В хаотичном порядке вообще они могут стоять как угодно. Теперь, внимание. Я нажимаю на вот эту вот прекрасную кнопочку. Вот она красивая. Нажимаем ее, зажимаем. И все окна закрываются. Но это еще не самое интересное. Самое интересное то, что если мы ее снова зажмем, то окна откроются в то положение, в котором они были до этого. Да. Разве это не клево? Я уже не буду говорить за такие вещи, как АБС, ESP, круиз-контроль, потому что... Этим оснащены почти все автомобили. Да, да. Как бы даже в 2003 году это уже не было чем-то таким элегантным. Это уже тогда, в принципе, была проходная Однако в любом тема. случае это приятное дополнение. Да, да, в любом случае. А, тут есть еще этот лимит скорости. Вы можете себе выставить лимит скорости, там, допустим, 50 км в час. И как бы вы ни нажимали на педаль газа, она не будет подниматься выше 50 км в час. Вот так вот. Я не знаю, зачем это. Ну, по городу это удобно, когда человек, не совсем контролирует. Скорость бывает, знаешь, как едешь, кажется, 30, а на спидометре уже 70.
Но это получается в каждом... Ну, там, на разных улицах надо будет его снова выставлять. Ну, Возможно, прикольно, если вы там сыну даете машину, включили эту хрень, чтобы он больше 70 не разгонялся. Тоже и правильно. все, да. в общем, применение найти можно. Да, я Однако, думаю... если бы этого не было, было бы более печально. Так, лучше пусть будет. Все же тут есть еще две интересные темы. Это датчик света и датчик дождя. В 2003 году в С-классе решили запихнуть датчик света и датчик дождя. Представьте, просто представьте себе, вы в 2003 году, и вам говорят, что вам не придется включать фары, они сами включатся. Вам не придется включать дворники, они сами включатся. При том, что они выставляют скорость дворников в зависимости от интенсивности дождя. Тут больше нечего добавить. Мне кажется, в 2003 году это были просто невероятные технологии. Да, ну, как бы сейчас в новых автомобилях не все встретишь, то, что есть в этом автомобиле. При том, что это бюджетный автомобиль. Тоже не устанем мы повторять о 3 вещах. О том, что автомобиль очень маленький, о том, что автомобиль уже 20 лет, и то, что это бюджетный автомобиль. Да, 3000 евро. За 3000 евро вы можете получить столько функций, столько комфорта и какой-то, ну, там, возможно, в каких-то определенных регионах, да, какой-то даже статус. Мерседес не только комфортный, технологичный, но еще и безопасный, потому что, по-моему, тут в машине 10 подушек безопасности. Да, вот передние, тут шторка получается, там то же самое, и там то же самое сзади. То есть в дверях и шторки есть. Это да, это 10 подушек безопасности. Это почти Volvo. Автомобили 2003 года. Да, да. Я думаю, это будет самое главное в этом выпуске фраза. Бюджетный автомобиль 2003 года, почти как Volvo. Я думаю, мы видео так и назовем. Да. А может и нет. Есть еще один момент, который меня, если честно, удивил в начале. И, если честно, я считаю, что это не особо удобно. Это про ручник, который не ручник. Это ножник. В общем, тут ручной тормоз, он нажимается ногой. И, соответственно, это уже не ручной тормоз, это ножной тормоз. То есть вы его нажимаете, выдвинули, и все, у вас, по идее, машина не на ручнике. И я, как человек высокий, да, мне это не особо удобно, потому что, смотрите, посмотрите на это. Я вот-вот и могу коленом открыть дверь. Как это понимать? Но, с другой стороны, как бы, ладно, фиг с ним. Но я считаю, что они сюда это засунули не потому, что это, типа, мерседесовская фишка. Мне кажется, тут ножной тормоз. Просто банально потому, что... Возможно, в целях экономии, а возможно, просто, ну, вот, посмотри сюда. Сюда можно впихнуть ручник? Сюда нельзя впихнуть даже второй подстаканник. Не Да. говоря уже о ручнике. Да. Плюс на автомате как бы есть паркинг режим, поэтому... Да, да. Но все равно на уклоне Естественно, да. старайтесь, да, ставить на ручник, на ножник. Кирпич под колесо, я не знаю. Возможно, вы не знали, но в Mercedes W203 масляного щупа нету. То есть тут нужно смотреть через бортовой компьютер. Поэтому сейчас я покажу, как это делается. Ключ в первое положение. Потом вот тут вот такая вот маленькая кнопочка. Ее нужно нажать 3 раза. Главное, чтобы у вас светился пробег. Если пробег не светится, то ничего не сработает. Раз, два, три. Шлеп. Потом вот этими вот кнопочками вверх. И у нас появляется вот такой вот экранчик. Там, где вот oil level. И тут пишется, в принципе, все. Engine и так далее. Ключ до зажигания поворачиваем. И... Оно сейчас... Вот, 4,9. 4,9 показывает. Если что, нормальное значение масла в двигателе 5,5 литра. Тут помещается в двигатель. Вот. У нас из-за того, что машина теплая еще, недавно была заведена, так что пока 4,9.
Нам, в общем-то, пришлось немножко переместиться в другое место. Но сейчас будет уже тест-драйв. Перед тем, как мы начнем, я бы хотел рассказать за коробку передач. Тут пятиступенчатая автоматическая коробка передач с двумя режимами – комфорт и стандарт. Многие почему-то думают, что это спорт, хотя это стандарт. В чем же разница между этими режимами? Дело в том, что в режиме комфорт автомобиль стартует со второй передачи. Это делает его более плавным. Сейчас даже попробуем показать. Я не знаю, это получится или нет. Так. Наверное... Ну, я сейчас буду, короче, с 25% где-то нажимать на газ. Она и так как бы не особо прям, чтобы сильно дерганая. Это в режиме стандарт. Сейчас развернемся. Так. Как там? Так, переводим коробку в режим комфорт. Вон у нас там засветилось на табличке. Теперь точно так же нажимаю на газ. Ты разницу почувствовал? Может быть, и камера это не сильно передать, но как минимум добавилась очень сильно плавность хода. Да и в принципе, разогнались мы значительно. Медленнее, скажем так. Плавнее. Да, плавнее. Что я могу сказать по поводу коробки? Коробка здесь плавная. Она прям переключает вот прям четенько. Оп, переключение. То есть машина сама по себе очень плавная, она очень мягкая. Но, кстати, в меру. Тимофей очень точно подметил то, что автомобиль и очень плавный, и очень такой, типа, как ты сказал? Он достаточно жесткий. Подвеска. Да, Даже жесткий. сама подвеска, она, прозвучит очень странно, но тот, кто понимает, поймет, о чем идет речь. Подвеска достаточно мягкая, но при этом она упругая, она жесткая. Да, то есть управляемость у этого автомобиля, дай боже, реально многие, ладно, не многие, но некоторые новые автомобили позавидуют его управляемости. Кстати, хотел бы подметить, у автомобиля потрясающий выворот. Да, выворот тут получается минимальный радиус, по-моему, 5,4 метра. А в Приусе 5,2 метра. А у Приуса тоже такой, конечно, не маленький выворот. Ну и в принципе, вот на машине едешь, и несмотря на то, что как бы это 20-летний Мерс, да, это не новая машина, это далеко не новая машина, это не премиальный автомобиль, но ты едешь вот с комфортом, который тебе не даст не знаю, Chevrolet какой-то, какие есть те году в Chevrolet, Aveo, блядь. Это, конечно, плохое сравнение, но все же. Факт остается фактом. Вот сейчас мы проехались по кочкам. Да, немножко потрясло. Камеру трясет, потому что она у меня в руках. Шумоизоляция. Шумка здесь хорошая. Реально хорошая. Я был удивлен. Понимаете? Вы, когда будете ехать смотреть этот автомобиль впервые, да, и впервые сядете за руль, вы будете удивлены, потому что я ожидал чего-то более старого, чего-то более ненадежного, такого, что постоянно грохочет и еще что-то, я ожидал реально какое-то ведро. Бюджетный автомобиль 20-летний, да. Это звучит, совсем не перспективно и не очень презентабельно. Да. Однако эта машина умеет удивлять. Вот именно, она может удивить, потому что потом, когда вы выезжаете на автобан, вы едете 150-160, а пассажиры в***ют. Ты им говоришь про то, что ты едешь 160 км в час? Они такие, да ладно. Скорость абсолютно не ощущается. Вообще. Проехали на нем уже 10 тысяч километров. И за эти 10 тысяч километров какие у нас проблемы выплыли? Ты расскажи сначала пробег автомобиля. Да, кстати, пробег у авто 260 тысяч километров. Вот. По документам я второй владелец. Так что у нас живой вариант. Поздравьте меня. Да. И самое главное, что у нас вариант без какого-то колхозного тюнинга, который я ненавижу. Я ненавижу. Люди, не скупайте весь Алиэкспресс и не впихивайте это в свою машину. Короче,
за эти 10 тысяч километров, которые мы намотали за полгода, какие проблемы вылезли? У нас вылезла всего одна проблема, это ошибка ESP, которая оказалась ни хрена не ошибка, а просто синхронизацией. То есть тут, короче, есть какая-то такая фишка, что синхронизация руля как-то так. Вот, я сам до конца не разобрался еще. В общем, если у вас вылазит эта ошибка, то там будет писать, типа, посетите сервис, но на самом деле вам нужно просто вывернуть руль вправо до упора, а потом вывернуть руль влево или наоборот. Разницы нет никакой. И мы пока ездили, пока парковались, эта ошибка уже пропала. Заявленный расход 11 литров, и по городу он примерно так и выходит. Но за городом заявленный расход 5,9 литра, что на самом деле не совсем правда, потому что у нас выходило выжимать на автобане расход 5,5 литра. Обслуживание у него недорогое, реально недорогое. Если кто-то думает, что вот старый Mercedes высосет все деньги из вас, да, разденет, то вы ошибаетесь. Ну, может, тоже смотря какой Mercedes, если старый S-класс, да, то... На некоторые старые Мерседесы, да вообще на некоторые старые автомобили запчасти очень дорогие. Да, но конкретно на этот автомобиль, как бы, цены вполне себе доступные. В общем, по заключению, что я могу сказать? Автомобиль, он прекрасно подходит для того, чтобы ездить куда-то на работу, в путешествие со своей парой. Он для повседневной жизни подходит просто идеально, учитывая его стоимость, стоимость обслуживания, его расход, комфорт, надежность. Это прекрасный автомобиль. Спасибо всем за просмотр, а если хотите знать больше, подписывайтесь на Фортуна Авто.